Привет всем, и вы на канале Китай QX. Это у нас очередное видео на канале. Это не очередная посылочка, это очередное видео, так сказать, полный обзор приложения Tuya. Вы просили меня очень прям, не знаю, миллион комментариев. Сделай обзор на Tuya, как сделать в Tuya это, как сделать в Tuya то. Вот, пожалуйста. Так само и Tuya, и так само Smart Life приложение. Это одинаковые приложения. Можете качать то, можете качать другое, без разницы. То будет просто в синих тонах, Tuya в оранжевых тонах. Ну что ж, для начала вам надо просто скачать приложение. Качаете Tuya приложение и заходите в него. Как видите, я создал клон приложения специально, чтобы показать вам полностью все с нуля. Тут нажимаем «Согласиться». Как вы видите, у меня тут наложенный будет экран, чтобы вы моего пальца не видели. Вы будете видеть только нажатие. Значит, можно попробовать сейчас. Что у нас тут пишет? У нас тут пишет, некоторые функции приложения могут быть недоступны. Это нам не подходит. Нам надо регистрироваться. Вот, создать новую учетную запись. Самое проще зайти через Google, только перед этим надо нажать «Я принимаю условия», то есть соглашение. Можно просто ввести email и зарегистрироваться, можно зайти через Google. И так само вход осуществляется або через email с паролем, або через Google. Я это сделаю через Google. Мне этот аккаунт особо не нужен, но для того, чтобы показать. Вот, скачали, зарегистрировались, создали аккаунт. Вот наше приложение Tuya. Далее, что мы делаем после установки? Мы идем в профиль. В профиле у нас тут ваш логотип, название, сканер QR-кодов, настройки, строка состояния голосовых сервисов. То есть тут можно будет подключить голосовые ассистенты. Alexa, Google, также управление домом, центр сообщений и справочный центр. Так, давайте по порядку. Если мы нажмем вот сюда на этот шестигранник типа настройки, тут у нас будет персональная информация. Заходим сюда, тут мы можем выбрать фоточку, создать никнейм и выбрать часовой пояс. Ну, давайте выберем вот так вот. В данном случае Киев. Выбираем часовой пояс, все, выбрали, класс. Далее. Учетная запись и безопасность. Тут у нас email, привязка к Google, местоположение, изменение пароля для входа, отпечаток, графический ключ. Все это можно добавить. И вообще удалить аккаунт, отключить, в принципе, его можно. Тут, как я и сказал, обновление устройств, список устройств, которые смогут обновиться. Звук при касании панели. Это мы включаем. И если вы что-то нажимаете, оно создает звук. Уведомления от приложений. Тут можно полностью настроить, какие уведомления вам будут приходить. Потом у нас тут есть темный режим, вот можно темный, можно белый. После выбирания темного режима перезапускается приложение. Дальше единицы измерения Фаренгейт и Цельсия, язык системы, вот все языки. Так, и другие функции. В других функциях у нас включается-выключается автодобавление устройства, которое типа устройство появилось в сети, оно его рядом видит и предлагает его добавить. Ну и так само вот, сканировать устройство на главной странице тоже можно сделать, можно не сделать. Также тут есть о приложении, в принципе это никому не интересно, настройки конфиденциальности, тут в принципе тоже местоположение, это все можете позапрещать, надавать, как вам угодно. Управление, диагностика сети, тут можно проверить вашу сеть и очистить кэш. Вот и выход из аккаунта. Вот это все настройки. Так само, если вот тут тыкнуть на ваш никнейм, так само можно поменять фотку, никнейм и часовой пояс. Далее мы можем добавить голосовые сервисы, например, Google Ассистент. И сюда подключаетесь, ссылочку отправляете. На некоторых телефонах Google Home не ставится, надо его качать отдельно, например, с 4PDA или какой-нибудь с таких сторонних сервисов качаете Google Home, устанавливаете, и тогда все работает классно. Также управление домом. Вот тут обязательно после создания, так сказать, аккаунта вам надо обязательно создать «Мой дом». То есть вы должны придумать название, ну, например, дом пусть будет. Установить местоположение вашего дома. Вы ему должны дать доступ до местоположения. В данном случае у меня будет вот так вот. Киев. Мы нажимаем ОК. Вот. Выбрала, ну там чуть-чуть неправильное местоположение, но неважно. Вот. И добавляем комнаты, которые вы хотите. Там гостиные, не гостиные. Далее я это все вам подробнее расскажу, для чего это. Подобавляли все там ванна, кухня, кабинет, коридор, смотря где у вас устройство есть. И нажимаем сохранить.
Далее можно нажать просмотр дома. Вот у вас название дома, управление комнатами, местонахождение и управление разрешениями. Так само можно настроить администратор, обычный участок. И тут можно добавить участников. То есть можно добавить всю семью, например, там жену, детей, чтобы они тоже могли управлять, например, умным домом. И вы можете назначить их, вот в данном случае владелец, а вы там можете указать, я не помню, какие там есть права, но просто можно добавить, что будет просто выключать и включать вам устройство. Все. То есть ничего нельзя будет добавить и удалить. Ну и так само можно удалить дом и пересоздать. И так само тут можно присоединиться к другому дому по коду приглашения, который создается там, где я вам показывал только что. Ну или создать еще один дом. Можно пару домов в одном приложении иметь. Далее у нас центр сообщений. Сюда приходят все уведомления. И справочный центр — это если вы что-то не поняли, что-то вам надо узнать, какие-то ошибки, проблемы, это можете все тут прочитать. Что мы делаем далее? Нажимаем кнопочку, вот вкладочку в дом. Вот тут у нас появился дом. Можно управление домом, это оно кидает к управлению домом, и сам дом выбираем. То есть там можно пару домов выбрать. Тут будет у вас показываться погода. Понятно, сейчас подгрузится. Вот наша погода. Она будет тут отображаться. Погода в зависимости от вашего местоположения. Показывать будет графики, отчеты и... Короче, все по погоде. Это классно, это удобно. Не надо никакое левое приложение. И тут у вас будет потребление электроэнергии тоже показываться. Это, я думаю, все понятно. Далее, что у нас далее? Сверху у нас есть вот вкладочка «Добавить устройство», «Создать сценарий» и «Сканировать QR-код». Добавить устройство, это я вам тоже далее все покажу. И вот тут у нас есть все устройства. Это мы, наверное, сейчас перейдем уже в мой основной аккаунт, и я вам покажу по устройствам, как тут все правильно работает. Вот мой основной аккаунт, на котором мы постоянно с вами снимаем видео. Вот тут показывается погода, потребление показывается за последние 7 дней. Удобно, согласен, удобно. Вот мои все устройства. Для чего мы создавали комнаты? Вот нажимаем на спальню, устройство спальня. Нажимаем на кухню, устройство в кухне. Нажимаем, у меня тут еще вторая кухня есть. Так что нажимаем, и вот устройство кухни. Нажимаем троеточие, посмотреть список, и посмотреть можно плиткой. То есть це... як буде отображаться у нас наши приборы, так скажем, да, вот все устройства, допустим. Управление устройствами. Тут мы можем их перемещать. Зажали, переместили. Тут мы их можем вот выбрать, изменить комнату для них, переместить, скрыть или удалить устройство. Отмена. Вот. Также само заходим в кухню. Мы можем вот так нажать 3 точки. Управление устройствами. И в кухне уже настроить наши приборы. То есть нажать. Это у нас уже не в кухне. Изменить комнату. И мы можем переместить в другую комнату. Вот. Так само можно изменить комнату. Например, зайти на датчик. Зайти вот сюда вот настройки. Потом вот сюда кляснуть на название датчика, и тут будет название его и расположение. Вот тут так само можно поменять расположение, и они там поменяются. Вот тут вот местами поменяются. Также само можно просто тут зажать, оно перейдет в режим редактирования и так само все перемещать. То есть не обязательно нажимать вот эти 3 точки. И системный мониторинг — это у нас где, что, скики находятся, добавить комнаты можно и переместить устройство так само. Изменить их непорядок. Я думаю, по этому оформлению тут все. Дальше у нас есть такой раздел. Мы чуть не по порядку будем идти, а будем идти по необходимости. Умный дом, вот этот умный режим. Раздел классный, но он платный. Тут мы можем смотреть аналитику всей погоды. Вот, тенденцию, влажность, загрязнение воздуха и все такое. И мы можем вот тут посмотреть параметры датчиков, которые у нас есть, которые показывают у нас температуру тоже в комнатах. Их тоже можно сюда добавить. Например, вот температуру можно... И оно будет рисовать нам график, какая температура была в комнате и как скакала температура на улице. Удобно, вообще бесподобно. Вы можете смотреть, особенно если у вас какой-нибудь кондиционер стоит или стоит умный котел или датчик термостат, такой как был в обзоре. Его тоже можно вот так выбирать и смотреть тенденцию вот этого вот изменения температуры. Ну и тут можно режимы по тижням настраивать типа сценариев. Так само
тут есть киловатты. Вот 7,78 киловатт за 7 дней. Можно активировать платный режим. Вот годовая подписка, ежемесячная, полугодовая подписка. Короче, нормально так стоит. У вас появляются какие функции? У вас появляется анализ потребления электричества в доме, то есть полностью не по дням, не как оно пишет 7 дней или за один день, потому что вот зараз вы заходите, оно пишет за один день. А можно смотреть по месяцам, и это, кстати, удобно. Напоминание потребления, то есть там задаете на потребление там, на неделю, на месяц, короче, и тоже можно это все настроить. Сейчас оно недоступно. Автоматические службы энергосбережения, то есть подключается искусственный интеллект, и он будет помогать вам экономить. Но в бесплатной версии это все недоступно. Мы будем рассматривать бесплатную версию, потому что, большинство людей, я думаю, будет пользоваться бесплатной версией. Вот эта первая вкладочка нас интересует, потому что АИ, вот помощник, он за денежку. Первая вкладочка у нас показывает потребление за день всех наших приборов, которые мы настроили. И расходы. Расходы настраиваются вот тут. Единицы оплаты, потом расходы. Расходы – это у нас вкладочка «Цена». То есть тут мы указываем тариф. Вот в данном случае у меня дневной ночной тариф, и мы можем ночной тариф по одной цене, дневной тариф по другой цене. Удобно, считая классно, без сомнений. Чтобы его отредактировать, надо нажать эту кнопку «Редактировать». По-другому вы не измените. Потом можно подключить отдельно питание солнечных панелей, если у вас такое есть, фотоэлемента, и цена, я так понимаю, оно считает на отдачу назад, но у меня таких устройств нет, и таких, в принципе, солнечных панелей у меня тоже нет. Вот про напоминания я вам говорил, тут можно их настраивать, я пытался настраивать, нифига оно мне не уведомляет, потому что оно хочет бабки. Мощность устройства, тут будет показаны устройства, которые уже умеют высчитывать, сколько они потребляют и сколько, в принципе, через них потребляется. И устройства, которые не опознаны, типа не задано в них в памяти, сколько они потребляют. То есть тут надо посмотреть на коробочку, вот потребляет там 0,5 ватта и ввести 0,5 ватта, чтобы Туя правильно считала, сколько ваши все устройства потребляют света. И сохранить. Далее, подчиненные устройства, то есть, допустим, у вас счетчик, вот как у меня Wi-Fi-ский счетчик на DIN-рейке, и к нему надо подчинить все устройства, чтобы оно не считало, так сказать, по второму кругу одно и то самое, потому что, например, умная розетка будет считать, счетчик будет считать, оно будет плюсовать и будет в 2 раза больше писать. То есть это нифига не удобно. Настройка электроприборов, то есть вы нажимаете и указываете, что у вас тут подключено, типа для лучшего, это больше сделано для искусственного интеллекта, для лучшего понимания, что у вас через прибор подключено. Тут электронная почта для уведомлений вводится. Мои устройства и статистика по ним. Не все устройства поддерживают статистику и сбор данных, поэтому тут не все в списке есть. И купить службу — это сделать подписку. Подписку, как я и говорил, полугодовая, годовая, ежемесячная. Естественно, годовая самая выгодная. Так, тут мы все разобрались. Тут, в принципе, классные параметры. Без сомнения, можно следить за... Я всегда вот так захожу себе вот сюда, данные посмотрел. Ага, сегодня я там напалил в данном случае на 74 копейки. И тут также можно энергосбережение, но оно в основном хорошо все работает в купленном режиме. Это типа рекомендации для вас, как правильно делать сбережения, как экономить, сценарий и все такое. Оно там подсказывает, все в принципе неплохо оно работает, если платить бабки. И тут у нас есть еще одна вкладочка «Избранные услуги», службы телефонного уведомлений. Это все тоже за денежку. И сервис уведомления СМС тоже за денежку. То есть вкладка «Умный режим» по факту нам нужна больше для погоды и отслеживать динамику изменения температур. Все. Так, что у нас по сценариям? По сценариям это очень интересная вкладка. Сценарии я вообще люблю. Сценариев у меня дофигища. Если нажать эту кнопочку, смотрите, какой у меня сценарий. Сценарии работают отменно, немножко с задержкой, но работают классно. По сценариям мы тоже пройдемся сейчас. Для начала я вам покажу, как добавить новое устройство. А добавлять мы с вами будем вот такой вот инфракрасный датчик, пульт для всех устройств, которые у вас есть в доме. Вот так вот он выглядит. Обзора еще на него не было, но будет. Работает через USB. Тут есть кнопочка, ее надо зажать на 5 секунд, чтобы индикатор начал моргать. Вот, индикатор начал моргать. А если оно автоматом не появляется, нажимаем плюсик.
добавить устройство. И оно вот появилось, видите? Умная ИК-подсветка, но это вообще не подсветка, это управление, пультом. Короче, описание прям бомбезное. Но если оно не находит, то ищем это устройство вот тут в списке. То есть в списке по-любому есть. Ну, нажимаем, выбираем, вводим свои параметры сети, нажимаем «Далее». И идет подключение. В принципе, все, больше ничего делать не надо. Если что-то не получается, так сказать, повторяем процедуру, сбрасываем и переподключаем. Вот так вот это все выглядит. Далее, что я хочу вам рассказать далее. По сценарию. Мы уже с вами все разобрались, подключили кучу устройств, как вы видите. Мы уже тую с вами давным-давно рассматриваем. Вот, конвектор, подсветка, елка шее. Обзоры вы все знаете, вы все помните. Некоторые устройства у меня сейчас не работают, но это не страшно. Сценарии. Значит, что по сценариям? Многие спрашивают сценарии, как их правильно настраивать, что они вообще могут и для чего они. Смотрите. Для начала покажу, какие у меня есть сценарии. Вот это сценарий, это температура, когда превышает 35 градусов в кладовке, в данном случае у меня температурный датчик в кладовке стоит, присылает мне уведомление. Вот этот сценарий, он выключает подсветку, когда я выключаю компа, второй сценарий включает подсветку, когда я включаю компа в определенные часы, только ночью, видите, указано ночь. Также включение вентилятора по приходу, чтобы охлаждал хату по местоположению, он определяет, что вы заходите на территорию там до 100 метров, включая вам кондиционер, вентилятор, что вы хотите. Так само у меня есть попугай, купалка включается в 3 часа. Всегда автоматически, там бурлит водичка, чтобы попугайчик покупался. Вот, также у меня попугая есть свет в клетке, который тоже включается, выключается. Тут вообще все хитро настроено. Тут он, получается, в определенное время, то есть 22:30, начинает потихоньку каждую минуту убирать свет по чуть-чуть. Все ниже, 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 ниже. И в конце концов выключается. Вот такой вот длинный сценарий. Конечно, да, это надо все вручную прописывать, нажимать, тыкать. Это, конечно, геморно, но раз настроили и забыли. Так само у меня тут возле зеркала есть свет зеркала, которое выключается по закату. Короче, газосигнализатор, чтобы присылал обязательно уведомление. Короче, вот такие сценарии, их можно настроить куча. Как настраиваются сценарии? Для начала давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть. У нас тут есть вот такой вот список, что у нас происходило. Вот, бачите, свет ПК off, недавно включал компьютера. Это у нас пылесос. Короче, пылесос стоит на зарядке. Когда полностью зарядился, миллиамперы начинают падать. И умная розетка отключает его от зарядки, чтобы он лишний раз не стоял на зарядке. Тут у меня есть ошибки. Это у нас, когда блэкауты, выключают свет, приборы перестают работать на батарейках, пытаются что-то сделать. Wi-Fi у меня есть всегда, интернет, так сказать. Вот, это у нас список из типа журнал сценариев, которые отрабатывали. Далее мгновенные сценарии, классная штука, тоже сейчас расскажу. Ну и список тут можно перемещать и удалять сценарии. Мгновенные сценарии, создать сценарий, например, мгновенный сценарий вот сверху. Мгновенный сценарий при касании, там, например, нажимаем плюсик, управление одним устройством, например, не знаю, там, свет мойка, switch on, сохранить, далее и сохраняем. Но перед тем, как сохранить, хочу еще тут кое-что рассказать. Тут есть дополнительные настройки. Можно выбрать стиль, можно показать на домашней странице или не показывать. Короче, сохранить, вбиваем название, например, совет. И подтвердить. Вот появился он вот тут, и также он появился вот тут кнопкой. И если мы его нажмем, включается свет у меня над мойкой. А такую самую кнопку надо создать на выключение, потому что эта кнопка работает только на включение. Теперь, после того, как мы создали мгновенный сценарий, мы с мгновенным сценарием можем настроить обычный сценарий. Итак, значит, что у нас по сценариям? Мы можем теперь создать сценарий. Например, там при изменении статуса устройства, там, не знаю, движение на кухне, датчик, хопа, так. Как вы видите, они тут тоже появляются, и их тоже можно использовать. Просто не со всеми устройствами они работают. В данном случае давайте создадим сценарий движения кухня. Он вот предлагает сразу режим постановки на охрану, но мы давайте что-нибудь другое. Например, включим монитор при движении на кухне. Сохранить, далее. Вот такие вот сценарии можно
настраивать. Типа движение появилось, включились мониторы, там, не знаю, например, охранной сигнализации, камеры или чего-нибудь такого подобного. Тут можно добавлять всякие устройства, можно по погоде, можно день-ночь выбрать, когда она будет работать, можно отложить действие. Далее, условия применения. Вот тут мы настраиваем условия применения. Для начала тут все критерии соблюдаются или какие-то особенные. Например, если вы тут добавили парочку критерий, плюс-минус, например, при изменении еще какое-нибудь устройство, там, сохранить, далее. Вот, у нас есть 2, и тут мы можем выбрать, будет это срабатывать при выполнении всех условий, то есть этого и этого, то есть движения кухни и восхода, или кому-то при одном условии будет срабатывать монитор. Вот, это то же самое настраивается вот тут. И срок действия. Срок действия это днем, ночью можно настроить от и до. Вот если мы нажмем настроить, мы по времени выставляем, когда оно будет работать, повторить каждый день или нет, и по местоположению. По местоположению, потому что там мы указали восход-закат, надо обязательно выбрать местоположение. Может, вы хотите, не знаю, чтобы оно по американскому времени вам восход-закат считало. Вот, дополнительные настройки, это у нас облачная схема. Я не знаю, на что оно это сделано. Его тут нельзя поменять, ничего не меняется. Просто создано. И сохранить. Когда нажимаем сохранить, вводим имя, и оно сохраняется. Пока я сохранять не буду, покажу вам на чем-нибудь другому. Вот. И тут есть так само дополнительные настройки, когда уже создана эта штука. И мы удалить можем. Просто можем удалить. Вот такие вот настройки сценариев. Я надеюсь, все подробно рассказал про сценарий. Еще тут так само есть такой вот разделчик. Я вам не показал. Управление камерой и функцией сигнализации. Тут будет показываться ваши камеры. У меня еще ни одной камеры на обзоре не было, но будут. Тут можно полностью смотреть ваши камеры туевские, которые могут двигаться там влево-вправо, вперед-назад. Можно отправить SOS. Короче, настроек тоже валом. Ну и самое, что прикольное, вы можете подключить вот такой вот звонок. Звонок у нас идет как сигнализация. Бачите, связь с охраной идет. Можно поставить на охрану, подключить кучу аксессуаров к нему. Кнопка звонка в данном случае монотики подключена, но так само можно датчики открытия-закрытия подвязать и в настройках настроить, как это все будет оповещаться. Тут можно полностью охранную систему сделать, но должен быть всегда интернет. Да, мне многие пишут, как оно будет работать без Wi-Fi, без интернета. Никак оно не будет работать. Если есть интернет, все классно работает. Если нет интернета, оно не работает. Если нет интернета, надо выбирать какую-нибудь альтернативу. Ну, вообще есть сигнализация туевская, специально сделанная как альтернатива вот этим Wi-Fi устройствам, чтобы она работала без Wi-Fi. Она по Wi-Fi работает, она присылает уведомления в телефон вам, но так само в нее вставляется сим-карта, и вы можете принимать звонок на телефон. Типа она будет вам звонить и говорит: вот, блин, у вас там открылась там-то дверь, или там, не знаю, движение там-то за тем углом. Вот, это тоже может быть. Но у меня таких нет на обзоре, не знаю, будут ли не будут, но пока у меня вот такая вот система. Камеры у меня есть, но они к туе не подвязаны, потому что они от другой фирмы. Вроде бы как я все вам рассказал. Короче, вот так. Вот такое вот приложение Tuya. Надеюсь, я вам все рассказал, все подробно показал. От регистрации до добавления приборов, до синхронизации приборов. Все подключается, все появляется. Вот такое вот сегодня видео. Надеюсь, вам понравилось. Старался быстро все рассказать, но я думаю, этот видос будет на полчаса так точно. Вы были на канале Китай QX. Подписываемся на канал. Не забываем за комментарии, не забываем за колокольчик. И пишите, может, вы какие-то устройства хотите видеть умного дома у меня на обзоре. Я буду рад что-нибудь заказать и вам показать. До новых встреч. Не забываем за Buy Me a Coffee. Поддержите мой канал. Спасибо.